Я вас приветствую на своем канале. Друзья, рада, что вы заглянули в гости. У нас стартует проект «Пицца в сумке на 5». Участники: я, Валентина Никита, Ольга Козулина, «Жизнь прекрасна», ассорти с Валентиной, Валентина, творческий сундучок, Татьяна, Зульфия, Тинана. Все каналы очень творческие. Зайдите обязательно в гости и посмотрите, какую красоту они сделали. Все ссылки на эти каналы будут в описании. Приступаем! Поддержите, пожалуйста, всех участников просмотрами, лайками и комментариями. Итак, друзья мои, приступаем к пицце. Пицца называется 5 на одну пиццу, пицца на 5, 5 на пиццу или пицца с сумки на 5. Итак, я взяла ткань. Это у меня не тканная ткань. Это будет основа. Можно использовать флизелин или паутинку, если хотите. Я выкладываю фон. Видите, я сделала верх вот такой. Пистоны, фестоны называется. Не помню уже. Это у меня небо. Ткань у меня здесь креп-сатин. В креп-сатине 2 стороны. Одна гладкая, другая глянцевая. Сделаю вот такие разводики. Вот так я положу, чтобы немножечко был контраст.
Посмотрите, какая прелесть получилась. Рисование лоскутами – это такая забавная вещь, очень интересная. Во время работы приходят много-много разных мыслей и идей. Я вышила вручную ноги, руки и лицо. В волосы пустила строчку светло-коричневыми нитками, чтобы был волосик волосиком. Специально сделала карман, чтобы он бросался в глаза розовый. Прошита стежкой рубашка, брючки в полосочку. Также прошила на зигзаге гамак, сделала клеточку. Обыкновенный магнитофон, двухкассетник. Немножечко, конечно, неудачный, но все равно отлично смотрится. Как вам, нравится или нет? Мальчишка должен был изначально быть немножко меньше. Переделывала я его 2 раза. Никак он не хотел у меня лежать в гамаке. То голова где-то была наверху, то ноги где-то наверху. И я пришла к такому выводу, что проще гамак поделать под мальчишку. И я его собирала по запчастям, по деталям. И потом положила гамаку, обвела. И он у меня получилось, что голова действительно прислонена в гамаке. Я проглядывала видео, уже отснятые. У меня там небольшая нестыковка, порядка действий, что я делала. У меня 2 раза отключали свет, и поэтому я запуталась, что снимала, что не снимала. Ну, я думаю, ничего страшного. Я на сумке сделала фестоны, и поэтому я облегчила себе задачу. Это обтачка. Обтачка у меня идет на переднюю часть и на заднюю. Я ее сейчас просто простегаю. Здесь также нетканое полотно. Выкроила дно сумки. У меня здесь 2 ткани нетканого полотна. Тоже делаю просто стежку. Пиццу делать не буду. И выкроила ручки. Они у меня длиной 66 сантиметров. 6 сантиметров уйдут в швы. Я это все простегаю и разрежу. И у меня сразу получится 2 ручки. Как раз получается 60 сантиметров, в свернутом положении они будут 30 сантиметров. Мне вполне хватает. И будем с вами собирать сумку. Последовательность сборки сумки может быть разная. Вы можете прошить боковые швы, сделать низ, потом пришить ручки, обтачки, подкладки. Но я делаю как? К заготовкам пришила ручки. Ручки выпустила на 5 сантиметров, чтобы торчали хвостики. Прошивала я их 2 раза фестоном и пришила обтачку. Где обтачка, там еще 2 раза я прошила. Вот эти волны подровняла, волны немножко срезала, кое-где сделала на отсечке, потому что когда будете выворачивать, чтобы ничего не топорщилось. И сразу же я пришила подкладку. Подкладка у меня ситец. Я ее прошила и пустила дополнительную строчку, чтобы ничего не топорщилось. У нас ровненький край. И посмотрите, это моя 2-я обратная сторона сумки. Тоже миленькая и симпатичная. Это видео вы уже видели. Если не видели, я оставлю ссылку. Я вывернула, проверила. Все у меня здесь хорошо, остается только отутюжить и потом пустить отстрочку. И выкраивала я подкладку, видите, она у меня квадратная. Когда я уже пришила к обтачке, теперь я лишнее могу срезать. И также я делаю главную свою сторону. Я допустила такую ошибку, кому нужно. Я сначала выкроила эти фестоны и начала делать стежку. Неудобно. Лучше, если вы делаете какой-нибудь красивый верх, да, и делаете стежку, сделайте полоску, простегаете и потом вырежете в размер. Вот мои 2 заготовки. Теперь я беру, соединяю обтачка с обтачкой, соединяю вот эти все швы и прокладываю строчку с одной стороны и с другой стороны. Боковые швы. Низ у меня остается пустой. Когда вы соединяете все детали вместе, начинаете прошивать сверху сумки, то есть с середины. У вас подкладка будет прошиваться отдельно, эта часть отдельно. Ни в коем случае не начинайте с любого угла. С середины пошли в одну сторону, с середины пошли в другую сторону. Ваша задача, чтобы у вас вот здесь было идеально ровно. Вот я вам показываю пример. Видите, у меня не стыковка с подкладкой. Это ничего страшного.
С этой стороны у меня все ровно, аккуратно. Ну, а там немножко недоразумений никто видеть не будет. Вам важна вот эта лицевая сторона. Теперь я пришиваю низ к сумке. И обратите внимание, посмотрите, она широкая, выкроила я вровень. У меня принцип, я лучше лишнее отрежу. И сделала в серединке пометку. Эту пометку я буду соединять с этим швом. Но так как я здесь сделала закругление, и чтобы у меня было такое же закругление и с этой стороны, я просто сделала трафарет. Взяла, приложила и обвела. И когда я дойду до этой стороны, я приложу этот трафарет и подрежу, сколько мне нужно. Выкроим подкладку такую же, но в подкладке, когда прошиваете, оставляете отверстие, чтобы вы могли вывернуть. Или при соединении сумки с подкладкой вы оставляете сбоку отверстие. А здесь все прошиваете наглухо. Вот такое дно получилось. Если вы хотите жесткости, сюда можете вставить картонку, но с картонкой стирать неудобно, это все развалится. Сюда можно вставить пластиковая такая штука есть, под горячее. С ней ничего не делается, она не деформируется и держит хорошо форму. Через отверстие в подкладке я выворачиваю. Когда я прошила полностью сумку, я ее отутюжила. Здесь я пустила декоративную строчку, тем самым я соединила обтачку с внешней частью и сделала дополнительный шов на ручке. Так как у нас выпущено здесь где-то на 5 сантиметров, для надежности вы можете прошить по прямой и крест-накрест, тем самым закрепив ручку. Но так как у меня где-то 5 строчек и таскать кирпичи я в ней не буду, я оставила так. По углам низа сумки я соединила вручную с подкладкой, чтобы подкладка никуда не убегала. Я сейчас специально увеличила экран, чтобы вы рассмотрели все детали. И обязательно пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то есть советы, замечания. Обязательно заходите в гости посмотреть на другие работы к остальным 4 мастерам. Это ассорти с Валентиной, Ольга Козулина, «Жизнь прекрасна», творческий сундучок Татьяна и Зульфия, Тинана. Ну и, конечно, ко мне заглядывайте почаще в гости, к Валентине, Никите. Как вы знаете, это у нас самый первый совместный проект. И поддержите нас, пожалуйста, просмотрами, подписками и комментариями. А это у меня вторая сторона. Видео уже есть. Ссылку я оставлю. И также ссылку я оставлю на каналы участников проекта. Обязательно заглядывайте в гости к нам. С вами Валентина, Никита. Пока-пока. Счастливо, друзья. Спасибо, что заходите в гости. Мне лично понравилась работа. Очень такая веселенькая, красивенькая. Из лоскутов получилась вещь. Счастливо, друзья. Пока.